Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас радостное видео. К нам приехали Larivi. Давайте посмотрим на них, и я заодно расскажу вам, что это вообще за компания, если вы про нее не знаете, откуда она появилась и что вообще это за гитарки. Предупреждаю заранее, гитарки классные. Компания эта пришла к нам из Канады. Соответственно, на голове грифа написана фамилия основателя компании Жона Larivi. Его имя Жон, они его еще называют Джон, или, в общем, сложно читается имя, а уж про фамилию и вообще говорить нечего. Многие американцы и на английский манер ее называют Larivi, на французский она скорее Larive. Соответственно, как вам больше нравится, так и можем ее называть. И главное, что мы должны вынести из, собственно, истории про то, как читается имя и фамилия основателя, это то, что основатель, который начал делать эти гитары уже больше 50 лет назад, все еще является главным владельцем. Его жена – главный мастер по инкрустации компании Larivi. Его сын также работает в компании Larivi. Его внуки тоже уже начинают работать в компании Larivi. То есть это самый настоящий семейный бизнес, который перерос, скажем так, в большую и известную компанию производителя акустических гитар превосходного класса, которые завоевали огромное уважение у профессиональной аудитории, у профессиональных музыкантов и у любителей в том числе, потому что один из главных посылов компании Larivi — это affordable luxury, то есть высший класс, который можно себе позволить. Потому что, в отличие от многих гитар данного, скажем, сегмента по материалу, качеству изготовления и по звучанию, стоят за аналогичные инструменты несколько дороже. Ну и, в принципе, вообще вся философия бренда исходит от самого Жона Larivi, от самого основателя. И именно из-за этого гитары выглядят так, как они выглядят, звучат так, как они звучат. Давайте подробно расскажу, что в этих инструментах такого особенного, отличающегося. Итак, начнем рассматривать гитары и их особенности с базовой линейки 0.3 серия. 0.3 серия, что в ней такого? Во-первых, сделано в США. Раньше гитары Larivi 3 серию делали в Канаде, но окончательно все производство переехало в США, чем мы порадуемся за компанию Larivi, потому что они переехали в США, рынок побольше, гитар продают побольше, это классно. Следующее, что даже на самой их базовой линейке максимальное количество элементов гитары выполнены сразу же на заводе компании Larivi, то есть они не закупают какие-то части, то есть даже колки. У других сторонних производителей они отвечают за качество сами целиком и полностью. То есть колки Larivi, лады Larivi, порожки все сделали они сами, это классно. Следующее. У гитар, как на самом деле, я вот сейчас так про себя проматываю, думаю, а ведь у многих гитар, которые отношения имеют к Канаде, есть такое вот качество, что они все стараются сделать их максимально натуральными, без пластика. Здесь это вообще прям точно заметно. Все байдинги, все окантовки по корпусу, здесь окантовки есть и спереди, и сзади, и даже на пятке небольшой вот такой треугольничек наклеен. Все они сделаны из дерева, что придает вот такой прям вот характерный, пытаюсь избежать слова вайб, но не могу его избежать. Характерный вайб придает гитарам Larivi. Дух, спасибо, Юрий за кадром подсказывает. Характерный дух у гитар Larivi. Я гитары Larivi уже, наверное, больше 10 лет играл на разных моделях уже там приличное количество времени, и все время есть такой очень узнаваемый дух, спасибо, Юрий, узнаваемый дух у них, потому что деревяшечки, вот эти все на кантиках, они остаются во всех линейках. В дорогих, в самых делюкс, все это остается, ощущение натуральности, оно есть и оно присутствует. Что еще особенного? На самом деле, что важно, у гитары корни, как я сказал, канадские, а значит, ребята там понимают наши проблемы с влажностью, с перепадами температур, с морозом, с тем, что зимой воздух сухой и холодно, летом воздух влажный, как говорится, как там, сквозь березы дожди косые, так похоже на Россию. Что-то там было такое. В общем, поскольку Жон Larivi понимает, что такое проблема с температурой, они особенно следят за этим на своих заводах. Во всяком случае, так утверждает сам производитель, что они с особенным вниманием следят за тем, при какой влажности собраны инструменты. И теоретически гитары из массива от компании Larivi
держится лучше, чем подобные аналоги. Опять же, это не означает, что не нужно следить за влажностью с вашего инструмента. Это не значит, что надо оставлять гитару, прислонив ее к батарее. Если вы так делаете, эта гитару не спасет. Но если вы следите за инструментом, следите за влажностью, храните инструмент в кейсе, то шансов, что он будет жить и радовать вас довольно долго, очень много. Они сами утверждают, что их гитары созданы для того, чтобы жить 100 лет. Это для акустики очень много. Любой мастер вам скажет, что на самом деле через 10 лет капитальный ремонт обычно на акустиках это уже совершенно нормально. Здесь сам производитель, сам владелец фирмы в интервью утверждает, что 100 лет их гитары продержатся. Будем надеяться, что так и есть. И внутреннее строение пружин у бренда Larivi, конечно же, это X-Bracing. Спасибо компании Martin за то, что она изобрела это больше, чем 75 лет назад, и все это могут использовать. Однако он переработанный, он сколлапирован особенным для Larivi образом, не как у всех остальных. Внутренняя, скажем так, компоновка пружин, вот этих вот самых дощечек, которые удерживают гитару от того, чтобы она просто вся развалилась, выполнена специфическим для Larivi образом, и у других компаний такого нет. Так, давайте чуть-чуть послушаем этот маленький парлорчик. Как я часто говорю, парлор — уютная гитара, не для того, чтобы громко на ней играть боем, а для того, чтобы тихонечко что-нибудь такое. По первым ощущениям, гитарка прикольная. Из необычного, конечно же, профиль грифа, она чуть-чуть шире, чем привычно. Мне кажется, что если я привык к 40... Я вообще сейчас не смотрел ни на какие цифры, просто первое впечатление. По ощущениям, здесь гриф чуть-чуть шире. Это 45 или 46 миллиметров у порожка, что больше, чем 44 миллиметра суперстандартные. Опять же, сильно мне это помешало? Нет вообще. Дотягиваюсь ли я, например, большим пальцем до 5-й струны? Да, дотягиваюсь, играть не мешает, потому что профиль грифа сам по себе очень удобный. Гитарка поет, флажолеты, как у нас Юрий любит слушать их, даже на втором ладу. Везде слушаются, классно, гитарка. Маленькая, как говорится, да удаленькая. Давайте послушаем альтернативу маленькому парлору. Давайте перейдем к дредноуту из 3-й серии. И сразу слышна разница. Я еще даже играть не начал, взял большую гитару. Профиль грифа почти такой же. Я должен сказать, они скорее больше похожи на... Не хочу это, чтобы это прозвучало, как будто это какое-то оскорбление, это вообще не оскорбление. Грифы немножко ибанезовские. Как будто бы радиус такой более-менее прямой. Вообще не смотрел на цифры, просто первое ощущение. Радиус такой большой, то есть гриф не супер круглый. Хотя, возможно, это я привык к 7/4 радиусу, и мне все радиусы кажутся плоскими. Гриф широкий, но тоненький. Вот это вот ощущение одновременно широкого и тоненького грифа, оно немножко такое в сторону ибанезов. Но, как мы знаем, ибанез удобные гитары. А уж раскатистый, бархатистый дредноут. Ну, про раскатистый и бархатистый мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Там у нас есть что вообще показать этому гитарному миру в дальнейшем. Тем не менее... Снова 3-я серия, снова все из дерева, снова все очень красивенько, снова у нас натуральные материалы, и снова это вот непередаваемое ощущение игры на гитаре Larivi.
то, что все кантики сделаны из клена, очень красиво. Полностью массивная из красного дерева дека, нижняя и обечайки, верхняя дека. Ель, гриф, красное дерево, ну так я уже на всякий случай. И, что интересно, черное дерево на накладке, на подставке, правильно, Юрий? Черное дерево на накладке подставки. Все, кто увлекается процессом растраты сумасшедшего количества денег на акустические гитары, знают, что черное дерево — это признак уже высших, скажем так, эшелонов акустических гитар. Здесь же это на базовой третьей серии, но все равно базовая, американская, классная. Ну-ка прям. Я считаю, что дредноут проходит тест на соль мажор, на самый главный аккорд, который нужно играть на каждом дредноуте, каждый раз, когда ты его видишь. Так вот. Или как там, тест на вандервол еще, да, надо? Да. Но это с каподастра. Давай, тест на вандервол. Сразу чувствуется, что today is gonna be the day. Классный дредноут. Интересно, вот он такой большой и объемный, а прочитаются ли на нем какие-нибудь пальцестилевые, так сказать, вещи? Прочитаются ли на нем фингерстайловые какие-нибудь штучки? Как ты думаешь, Юрий? Абсолютно. Ставишь? Да вполне можно. Если ты любишь. Если любишь. Пальцами и вандервол? Если и пальцами и вандервол, то, кстати, можно не искать здесь Grand Auditorum, которого нет, но есть что-то особенное от компании Larivi. Фингерстайл на этом дредноуте играется отлично. Мне нравится. Прям хорошо. Если честно, очень легко играть. Я не знаю, с чем связано. С тем, что я позанимался, может быть. С тем, что просто дредноут удобный и абсолютно не мешает мне играть. Наверняка так. И главное, баланс громкости между струнами очень приятный. Наверное, я назову этот дредноут универсальным дредноутом, который подходит для большого количества задач, что отлично подходит на студии. Обратите внимание, гитара, конечно же, пока что студийная, не назовем ее концертной, потому что звукоснимателя нет. Звукосниматель вы можете поставить такой, какой вам нравится. Хотите KNK, пожалуйста. Хотите LR-Bex с этими вот комбинациями микрофонов и всего такого. Легко. Это все ставится в течение 15 минут. Если вам захочется, вы поставите тот звукосниматель, который нравится больше всего вам. Мне в этом я максимально симпатизирую компаниям, которые не ставят электронику на свои акустические гитары. Так вот, продолжаем и перейдем к следующей модельке. Сейчас мы решим, какая это будет моделька. Совсем лукшери или лукшери-лукшери. Итак, у меня в руках 40-я серия. 40-я серия немножко отличается от третьей. Чем она отличается? Во-первых, она чуть-чуть более красивая. Причем, как обычно, первым замечает кто красоту? Конечно же, сам музыкант.
потому что вся красота на гитаре нужна только для музыканта. Посмотрите, какие очаровательные колки с открытой механикой. Я думаю, что если это сейчас незаметно, то надо будет там подснять. На колках, на самих лепестках потрясающая гравировочка. Просто вот это вот тиснение, оно выглядит... Вот уж точно, что никогда в жизни не заметит ни один зритель на концерте, ни один слушатель альбома. Это гравировки на лепестках у колка. Но она здесь есть, и она выглядит изумительно. Конечно же, колки с открытой механикой не для каждого. Кому-то кто-то смотрит на это и думает, да у меня рубашка в них застрянет. Но для тех, кто в футболках, колки с открытой механикой очень красивые. Конечно, иронизирую. Мне, честно, кажется, что это классно, эстетично, невероятно. Что еще у этой гитары отличается? Отличаются кантики. Смотрите, они немножко шире, они немножко поинтересней, немножко полюбопытнее они. Отличается форма инкрустации. Это теперь ромбики. В 40-й серии немножко отличается внутреннее строение. Если в 3-й серии это такой все-таки скорее классический X-брейсинг, доставшийся нам от одной неизвестной компании, то в 40-й серии, как раз-таки в серии Traditional, несимметричное скалопирование X-брейсинга тут происходит. И, в принципе, все строение такое уже вообще прям более специфичное для компании Larivi. Компания Larivi всегда делает что-то чуть-чуть по-другому, как все, но вот такого, как на 40-й серии, никто больше не делает, по словам Жины Larivi и Юрия Малеева, закадровым говорящего. Так вот, что еще происходит на этих гитарах? Гриф шире, чем был на предыдущих. Я могу... Ты приложи. Приложи. Короче, не знаю, что там. В общем, доставайте свои измерятели на экраны, прикладывайте свои рулетки к экрану ваших телефончиков, будем мерить. Но по моим ощущениям он прям еще шире. Хотя, может быть, я уже и привыкну. В целом, на самом деле, просто очень непривычный для меня гриф, наверное, на акустической гитаре. Это надо прийти в магазин и потрогать их, потому что они немножко другие. Но все играется, зараза. Так, я ее еще не подстраивал, не буду мне пока что ничего слушать. Давайте уже послушаем, что я про нее просто так рассказываю, и определимся, что же мы думаем по поводу серии 40-й. Итак, та-там, та-там, та-ра-та-та-та-та. Ага. Итак, ОМ-очка. Что про нее еще сказать? Во-первых, традиционная форма корпуса. Обычная ОМ, нам всем привычная и приятная. Мензура 25,5, то есть большая. Ну, собственно, как и у серии ОМ должно быть. Во всем она таки похожа на то, о чем мы все думаем, с небольшими отличиями, естественно, в виде общей эстетики и того, что только гитары Larivi нам могут предложить. Давайте послушаем. Что характерно, не могу остановиться, когда начинаю играть. Что есть у этой гитары, чего я ждал и что оно тут и есть. Подчеркнутая нижняя середина, не басы, а вот именно мягенькая нижняя серединка, при том, что все высокие ноты читаются легко. Я не знаю, как это описать нормальными словами, но скажу так, обычно вся игра, ну, как бы, условно, все знакомство с гитарой состоит из того, что я как бы пытаюсь за первые, там, не знаю, 5 секунд общения с гитарой сбалансировать, как я должен сильно играть большой палец в басы и как я должен играть пальцы, которыми я буду играть мелодию, условно, как вот это вот. Вот в этой вот позиции, как сильно я играю указательным в среднем и как сильно я играю в ответ большим пальцем, чтобы они были, скажем так, ну, в балансе и все читалось. Здесь получается так, что я могу, не надрываясь указательным средним пальцем, мелодию выдавать вперед,
но и при этом бас не теряется, я за ним могу все еще следить, я могу, скажем, контролировать, чтобы он не пропадал. Особенно в фингерстайле это очень классно, но и при этом вот эта вот, как я и сказал, объемная нижняя серединка, она позволяет под эту вот такую манеру аккомпанемента легко петь, потому что голос не остается одиноким, а он все еще находится в такой подушечке. Что-нибудь сыграю в высокой позиции, потому что почему я могу же сыграть в высокой позиции? Вот со стороны я, знаешь, что услышал? Ага. Когда играл мелодию, оно было так, что вот эта вот мелодия, оно как бы занимала все пространство. То есть она, как будто ты в стерео это слушаешь. Ага. То есть нет такого ощущения, что ты сидишь перед гитарой, и она такая в моно по центру, она занимает пространство. Как будто вот нотки, они раскиданы право-лево. Очень круто. Я согласен с тобой. Почему сюда ушел? Потому что часто, в таком вот фолковом стиле часто есть такие песенки. Как вырулить из случайно сыгранных 4 аккордов на Blackbird в какой-то очень странной аранжировке. А вот. Очень интересно было поиграть сейчас вот это, потому что если вы ищете себе гитарку, чтобы играть что-то похожее на вот туда, вот в сторону Passenger, вот таких вот ребят, очень интересно. То есть если вы хотите петь под такие переборчики, под такие красивенькие, посмотрите в сторону вот ОМ-очки от Lary-V. Очень это все заполняет пространство. Не так часто находишь гитару с таким балансом. Это не потому, что я сейчас пытаюсь там все продать, потому что классные гитары. И я приехал в мир музыки и наслаждаюсь игрой на этих гитарах. Мне нравится. Опять же, какие ровные. Она может быть сейчас чуть-чуть там не настроена, потому что там свет светит, гитары, сами понимаете. Но при этом обертона довольно чистые. Классно. Хорошо звучит. Ну, естественно, все фингерстайловые композиции, которые вы знаете, на ОМ-очках всегда звучали прекрасно, на этой тоже прозвучат. Не могу сказать, что сверхкомфортно из-за, собственно, вот этой подложки нижней середины. Не могу сказать, что прям совсем комфортно, и можно прям взять и сразу же с лета играть. По какой-то удивительной причине. Даже мне Dreadnought, возможно, в этом чуть-чуть больше понравился. Но как заполняющая акустика для переборов вообще очень классная гитарка. Давайте перейдем к вишенке, так сказать, на торте. И эта гитара, она даже не то, чтобы сейчас с какой-то самой невероятной линейки. На самом деле, эта гитара тоже из 3-й линейки, но из серии 0.3. Но посмотрите, какова красота. Какова красота — это массив Koa. Да, к нам приехал Lary-V из серии 0.3. Из массива Koa. Это дерево интересное. Оно, так сказать, более эксклюзивное и более редкое в гитаростроении, чем
привычный нам индийский палисандр и красное дерево. Наверное, даже гитары из клена, из массива клена легче встретить, чем из массива коа. Во-первых, оно по виду внешнему похоже на... Вот так, смотрите. Все мелкие текстуры похожи на красное дерево. Большие широкие полоски похожи не просто на палисандр, а даже на бразильский палисандр. Но при этом волнистость похожа на клен. Не то, чтобы я говорю, что это там скрещивание все, но эстетически выглядит, конечно, впечатляющая гитара. А уж с тем самым кленовым байдингом это вообще все в сумме выглядит потрясающе. Опять же, инкрустация, как на всей третьей серии, это называется herringbone. Если перевести нормально на русский, то это получается что? Скелет селедки? Herringbone я буду называть. Но это называется herringbone. А я елочкой называю. О, спасибо! Как обычно, Юрий спасает ситуацию. Я не буду называть это хребтом селедки. Елочка. Инкрустация елочки, которую они, кстати, тоже делают сами в компании Larivi. Они закупают. Фан-факт. Большинство компаний закупает инкрустации елочками, а Larivi делает сами. Кроме того, почти забыл. Я так увлекся тем, что она сделана из коа, что забыл, что это у нас не просто дредноут, это не парлор и это не ОМ-ка. Это форма корпуса, которая у нас называется L. Правильно? L. L03 коа. L, соответственно, Larivi. Форма корпуса довольно-таки уникальная для конкретной компании Larivi. В чем ее особенность? Она, по ощущениям, такая же большая, как дредноут, с талией скорее от такой, наверное, гранд-аудиторума, но при этом очень покатые плечи с намеком на классические гитары. Я все время, когда смотрел, мне казалось, что это похоже на тыкву, знаете, такую оранжевую. Да? Есть же что-то от тыквы? Есть вот эти вот олдовые дредноуты, которые еще называют... Slope shoulder. Да. Но в целом я порылся по форуму, вот этим вот вашим туристическим форумам, где вот эти вот зануды акустические сидят, не хочу никого обидеть, но там реально прям можно учитаться. Все-таки общественность гитарная, мировая, больше относит форму L, наверное, к каким-то таким чуть более компактным джамбо. За счет, видимо, геометрии, вот того, как ощущается талия, как ощущаются плечики. Ну, то есть... Я соглашусь. Что это джамбо? Я соглашусь. Я соглашусь с Юрием, и, естественно, я соглашусь с занудными гитарными форумами, которые очень интересно читать, что, наверное, эта форма похожа на какую-то чуть-чуть уменьшенную джамбо с элементами винтажного дредноута, выглядящую издалека, как будто это немножко классика. Как это влияет на звук? Из-за того, что это коа, мы сейчас прям откровенно не сравним, потому что, а как можно сравнить гитару из коа с гитарами из красного дерева? Мы сосредоточимся прежде всего на том, что это гитара из коа. Но, тем не менее, как и любая джамбо, предвещаю, что это тоже одна из гитар для, скажем, игры скорее боем, чем перебором. Давайте проверим. Сейчас настроим гитарку и вперед. Предлагаю испытать это ощущение сейчас вместе со мной, но если вы можете прийти в мир музыки и успеть ее пощупать, пока ее не купили, то советую это сделать, потому что вживую ощущение непередаваемое. Итак, настраиваем гитару и дергаем, соответственно, первую струну, вторую струну, все нормально, а потом третья. И третья, она просто так сразу прошибает по низам. Причем у нее есть вот этот вот классический отклик, который, скажем, я дергаю за струну, и она так через буквально долю секунды обертона накрывают. Я причем, если видите, глушу все остальные, это только третья струна. И вот она так... Ух. И она прям делает в помещении, мы в большом довольно помещении, она делает так... Ух. И как будто бы она резко звуком заполняет все пространство. Это такое классное чувство. С пятой понятно все? С пятой, с четвертой... Да. Если я тут сейчас оговариваюсь и что-то там несу какую-то чушь, и вы мне уже в комментариях пишете, что ты сказал не ту струну, ничего страшного, я под впечатлением. Вот уж где резонирует, так резонирует инструмент. Причем супер ровненько, супер чисто.
аккорды очень густые и очень настойчивые, очень ровные. Вот так прям, как стена, так прям напирает и прям и поддавливает. Уф. Я, честно говоря, настолько заслушиваюсь, что даже забываю вообще, что я там пытаюсь сыграть. Пока что у меня медиатора в руках нет. Гитара, если по внешнему виду, я, как и сказал, она одновременно с какого-то угла выглядит как красное дерево. По звуку эта гитара выглядит как будто это палисандр по отчеству Палисандрович, по фамилии Палисандров. Прям очень густой низ. Как будто это самый большой дредноут, который я в руках держал когда-либо. Настолько он густой, и он настолько при этом ровный. Но сказать, что не читаются высокие частоты, я не могу, потому что читаются. Я тоже не то, чтобы прям сильно работаю для того, чтобы выдрать эту мелодию. Ну-ка сейчас... Ух, какая насыщенная гитара. Очень интересно играется. Ну-ка. Коль уж я сегодня на тесты на Wonderwall. Очень тест на Wonderwall. Следующий тест. Очень объемная гитара, прям, мне кажется, все, оставляйте меня здесь, через часик приходите, я наиграюсь и буду вам продолжать рассказывать, какая классная гитара. Она очень интересно играет на гитарах, которые отличаются от большинства. То есть иногда ты берешь в руки гитару и думаешь, ну я вот сейчас жду, что будет так. Вот, например, с ОМ-очкой я прям ждал, что будет вот этот звук, и это классно. Ничего плохого в этом нет, она как бы не удивляет, но она прям вот стабильно именно то, чего хочется от подобных гитар. Вот с этой формой корпуса в этих материалах как бы не ждешь такого. Ждешь как бы, не знаю, чего угодно, но вот настолько густой бас можно услышать. Я бы сравнил с
Мартином HD28. Это такая прям сонграйтерская гитарка с очень насыщенными низкими частотами. Здесь очень похожий звук. Однако все равно я скажу, что она, наверное, немножко более читаемая, чем большинство дредноутов. Наверное, спасибо форме корпуса. Без понятия. Без понятия спасибо чему. Спасибо компании Larivi, что благодаря их таланту такая гитарка есть. Прежде всего предлагаю, приходите в мир музыки, послушайте эти гитарки. Они действительно классные. Они, с одной стороны, предлагают опции, привычные всем в отличном качестве за прекрасную цену, я считаю, для этого качества. И с другой стороны, они могут предложить что-то, чего вы не найдете ни у какой другой компании, что особенно ценно. Вот такие вот Larivi к нам приехали. Что вы думаете по поводу гитар Larivi? Знакомы уже с ней? Может быть, вы видели такую гитару в руках, не знаю, у Сержа Танкяна? Или кто там еще на них играет? Я знаю, Брэд Пейсли на них играл. Раньше уж точно, а сейчас... не знаю, кстати, сейчас играет, не играет. Но, в общем, Брэд Пейсли я тоже у него видел в руках. Если не играет, то все равно играет просто дома втихаря. Да, но в дома-то втихаря, между прочим, есть, например, на YouTube видео, как Томми Мнель играет Purple Haze. Очень часто, если вы просто... сейчас отвлекаюсь на какую-то рандомную фигню. У Larivi очень часто просто какие-то невообразимые инкрустации на голове грифа, и при этом пропадает надпись Larivi. Если вы видите вот такую вот форму головы грифа, и вот здесь какие-то невероятные рисуночки, опять же, например, там, где Томми Эммануэль играет Purple Haze где-то на улице. Знаете, это Larivi на самом деле. И они встречаются чаще, чем вы думаете, просто у них инкрустация на таком невероятном уровне. Инкрустацией занимается жена владельца и основателя компании. Инкрустация на таком просто крутейшем уровне, что многие музыканты выбирают как раз-таки самые пестрые гитарки, которые у них есть. У нас же приехали простенькие. Простенькие только по внешнему виду, ни в коем случае не по звуку. Так вот, напишите нам, что вы думаете по поводу гитар Larivi. Хотели бы вы себе такую? Играли бы вы таких? Слышали вы о таких? Надеюсь, что да. И если не играли, приходите обязательно в мир музыки и послушайте, пока они все еще в наличии и есть тут такие красивые. Ну и по традиции, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, поставьте лайк, а также найдите в комментариях под этим видео, не в комментариях, в описании под этим видео, наши соцсети, подпишитесь и там. Там бывают всякие приятные штучки, бонусы, которые вы можете получить, если будете следить за нами в соцсетях. До новых встреч!